Пожилой мужчина прогуливался по парку в своем родном городе, как и каждое утро. Он давно привык к этим утренним прогулкам, ведь парк был ему знаком с самого детства. Каждое дерево, каждая дорожка, каждый поворот дороги напоминали ему о прошедших годах. Здесь он встречал рассветы, дышал свежим воздухом и чувствовал себя частью этого места, частью своего города. За долгие годы его жизнь была тесно связана с этим парком, здесь он гулял с друзьями, здесь гулял с детьми, а теперь, в возрасте, продолжал приходить сюда, чтобы найти покой и умиротворение. Он наслаждался тишиной и одиночеством, которые дарил ему этот уголок природы. Все было, как обычно, тихо, спокойно, без суеты. Парковая дорожка была почти пустой, только редкие прохожие встречались на пути, а вдалеке слышался щебет птиц и шелест листвы. Мужчина знал каждый уголок парка и ценил его уют. Когда старик подошел к одной из дорожек, на его пути оказалась группа байкеров. Они сразу начали громко оскорблять его, выкрикивая грубые слова и бранные выражения. Мужчина застыл, не зная, что делать. Он продолжал идти, стараясь не обращать внимания, но с каждой секундой нахальство байкеров становилось все очевиднее. Старик сначала молчал, не желая ввязываться в конфликт. Но чем дольше они его провоцировали, тем сильнее его терпение иссякало. Наконец он остановился, обернулся и спокойно сказал: «Сынок, я что, воевал за таких, как ты?» Слова старика словно повисли в воздухе. Байкеры замолкли. На несколько мгновений в парке стало тихо, как будто сама природа ждала ответа. Никто не сказал ни слова, и в какой-то момент, один за другим, они сели на свои мотоциклы и уехали, не произнеся больше ни одного оскорбления. Мужчина продолжил свой путь, как будто ничего не произошло, но в его сердце отозвалась гордость. Он знал, что порой сила не в том, чтобы победить, а в том, чтобы просто сказать правду. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.